Трампу разрешили идти в президенты, Apple штрафуют почти на 2 миллиарда, а ограничения для украинских уклонистов таки будут введены. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Польша будет добиваться санкций для российской и белорусской сельхозпродукции. Я убежден, что общее европейское решение будет несравненно более эффективным, чем индивидуальные решения стран региона. Целостность Запорожской атомной электростанции, скорее всего, нарушена. Мы также продолжаем испытывать проблемы с внешним электроснабжением. Одна из двух оставшихся линий на данный момент не работает. Российские самолеты падают, аэродромы горят. Насколько критической может быть ситуация для российской авиаотрасли? Если взять, например, Су-34, да, основные бомбардировщики, истребители-бомбардировщики, то в районе боевых действий находилось 2 полка. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наши каналы и не забывайте оставлять комментарии, это очень важно. Поехали. В результате атаки на аэродром в Гвардейском в оккупированном Крыму 3 российских военнослужащих получили ранения. Об этом пишет издание «Астра». Туда прилетели 2 неустановленные ракеты. Крым Реалии, проект «Радио Свобода» пишут, что в Гвардейском находится российская авиабаза, и туда прилетала уже не один раз. Там размещен 37-й смешанный авиационный полк ВКС РФ в составе 2 эскадрилей Су-24М и Су-25СМ. Это по 12 машин в каждой. В целом, по российской авиации нанесен серьезный удар. По некоторым оценкам, около четверти боеспособного авиапарка или повреждено, или уничтожено в процессе боев. Если взять, например, Су-34, да, основные бомбардировщики, истребители-бомбардировщики, то в районе боевых действий находилось 2 полка. Это полк в Воронеж, аэродром Балтимор, и полк в Морозовске. Но в России еще 2 полка на Дальнем Востоке. И в случае критической нехватки летного состава он будет изыматься из отдаленных подразделений и переводиться в подразделения, которые принимают участие в боевых действиях. Ну, кроме того, наверняка по эскадрилье от каждого из отдаленных полков уже здесь находились. Вот. И в целом, ну, потери не столь велики, они пока не превышают, там, я думаю, где-то там 15-20% от боевого состава. Ну, если взять там количество, 140 самолетов было на момент начала боевых действий, да, примерно, если брать уничтоженные в последнее время, где-то до 40 самолетов было потеряно, и 16-18 самолетов было построено. То есть более 110 самолетов еще, если брать только по Су-34, да, примерно около 110 самолетов сейчас воздушно-космические силы России имеют в строю. Польша будет добиваться введения Европейским Союзом полного запрета на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Премьер-министр страны сравнивает европейскую продовольственную безопасность с безопасностью во время войны. Сегодня, после возвращения из Вильнюса, я обращусь к спикеру Сейма с предложением о резолюции польского Сейма, призывающей Европейскую комиссию ввести полные санкции в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Я убежден, что общее европейское решение будет несравненно более эффективным, чем индивидуальные решения стран региона. Я могу их понять, но я бы предпочел, чтобы мы, как весь Европейский Союз, приняли решение о санкциях против России и Белоруссии в отношении продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Речь идет также о более эффективной защите европейских, литовских, польских сельскохозяйственных и продовольственных рынков. Эти рынки оказались под большим давлением из-за войны. И нет сомнений, что одной из главных задач является полное разблокирование возможностей экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции Украины в третьи страны. К слову, премьер-министр Украины назвал причиной всех бед польских фермеров именно экспорт из Российской Федерации. А министры иностранных дел Польши и Украины провели переговоры, на которых украинский министр поблагодарил коллегу за бесперебойные поставки оружия и гуманитарной помощи через границу.
Ну а также оба согласились с тем, что импорт зерна из России в ЕС всю ситуацию как раз и дестабилизирует. Все, что так или иначе связано с возникновением каких-то трудностей вокруг Украины, ну или так или иначе касается Украины, конечно же, Российская Федерация в эти темы заходит и делает главное, она масштабирует эти темы, то есть она использует любые площадки для того, чтобы надуть проблему больше, чем она реально стоит, ну или расставить в той или иной проблеме больше акцентов, скажем так, вот в данном случае эмоциональных акцентов, которые должны столкнуть лбами польских представителей и украинских представителей. То есть, соответственно, это понятная стратегия. Это достигается и за счет, там, скажем, использования маргинальных политических групп в той или иной стране. Раньше у нас, кстати, было очень много пророссийских маргинальных групп, которые постоянно кричали какие-то там лозунги пророссийские. Точно так же есть в Польше такие маргинальные группы. Есть в многих европейских странах эти группы. Вот в таких кризисных ситуациях Россия, во-первых, активизирует вот эти маргинальные группы. Они очень активно начинают и бурно и в социальных сетях, и в медиа бурно высказывать свои позиции, причем эти позиции, как правило, оскорбительного характера для той или иной стороны. Да? И все это максимально количественно увеличивается. Ограничения для уклонистов в Украине таки будут, но при определенных обстоятельствах, говорит об этом министр юстиции страны. Говорит, что каждое конкретное положение законопроекта о мобилизации подлежит взвешенной оценке. Прямого нарушения Конституции министр не видит, но это не значит, что его нет совсем. На период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах. Говорит, что Минюст не проводил конкретную оценку законопроекта, но если нужно будет, то обязательно проведет. Целостность атомной станции, скорее всего, нарушена, говорит генеральный директор МАГАТЭ, отчитываясь о ситуации на Запорожской АЭС. Он отмечает увеличение военной активности и делает именно такой вывод. Я уже говорил о том, что ситуация продолжает оставаться хрупкой, причем в очень конкретной форме. В эти выходные, например, наши команды сообщили об активизации военной деятельности вблизи станции, что означает, что физическая целостность станции, конечно, находится или продолжает находиться под угрозой. Так что ситуация развивается день ото дня. Мы не можем сказать, что в какой-то момент мы достигли более стабильной или лучшей, я бы так сказал, ситуации. Так что такова, к сожалению, реальность. Мы также продолжаем испытывать проблемы с внешним электроснабжением. Одна из двух оставшихся линий на данный момент не работает. Так что на самом деле завод полагается только на одну линию электропередач извне. Гендиректор МАГАТЭ также заявляет, что около сотни людей, которые работали на станции, сейчас не имеют возможности вернуться к работе, и эта нехватка квалифицированного персонала может стать проблемой. Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 миллиардов евро. Компания была оштрафована за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что Apple в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза почти 10 лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store. Дональду Трампу разрешили участвовать в выборах. Верховный суд США отменил запрет, выданный Верховным судом штата Колорадо, согласно которому он не мог баллотироваться из-за попытки сорвать выборы в 2020 году. Суд постановил, что Конгресс, а не отдельные штаты, должны устанавливать правила применения 14-й поправки к Конституции, из-за которой, собственно, Трампа и исключили из предвыборного процесса. Full power and liftoff. Crew reports go. Now, about 30 seconds away from liftoff. Dragon is in configured for terminal count. And liftoff of NASA Crew 8. Go Falcon, go SpaceX, and go NASA. Endeavour ascends, a beacon of human ambition. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 8. Vehicle is pitching downrange.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, репостов и любой вашей реакции, это очень важно для нас, очень несложно для вас и важно для YouTube, он тогда понимает, что это видео можно показывать всем. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.